Всем привет! Мы сегодня опять на прогулке на Куяльницком лимане. Девочки, Жорка носится вообще как угорелый. Здесь такие запахи, разнотравья. Мы уже вечером приехали. Кстати, спускались через село вот там. И дороги перегородили разным мусором местное население, чтобы никто не мог проехать. Так, папа наш одел перчатки, хорошо, что они у нас были. И разгреб завалы, и мы проехали. Я говорю, ну совсем уже. То есть мы им мешаем тем, что мы едем в заповедник погулять, подышать свежим воздухом. Обидно, что люди так себя ведут, конечно. Мужчина один вышел, сделал вид, что он ничего не знает. Я говорю, почему вы тут все понагораживали? Почему мы не можем никто проехать по вашей улице и спуститься, насладиться красотой природы? Говорит, не знаю, я это первый раз вижу. Или все с вами ясно? Так что вот так, девочки. Ну, ничто не омрачит нашего хорошего сегодня настроения. Немножко ветерок в Одессе, немножко прохладно сегодня. Хотя днем было плюс 15, но ветерок прохладненький. Так что вам от нас привет. Ну, Жорка просто вообще в таком удовольствии. Девочки, видите, я даже вот так, потому что прохладно. Хожу и рассматриваю разные цветочки. Сегодня полдня я только и занималась тем, что я... Ой, девочки, что-то я в камеру влезла. Я ж на себя ее перевернула. Не могу понять, почему рука моя. Короче говоря, сегодня я полдня занималась своими любимыми орхидеями. Там девчонки мне писали, Аня, где же орхидеи? Испугались, видно, потому что я то лимоны показываю, то лаказии, то хуечки. Слушайте, сейчас покажу вам бабочку, такую красивую. Она очень маленькая, но она очень клевая. Вы гляньте на эту красоту, просто невероятно. Ой, колышется на ветру. Да? Вау, девочки. Красота. Привет вам из Одессы. Вот такое что-то цветет желтенькое. Бурьян, но он повсюду. Пахнет. Красота. И ромашки кое-где цветут. И цветут, знаете, что цветет? Белые маки. Мы нашли белые маки. Вот ромашечка, вот она так то там, то сям, то там, то сям. В общем, показываю вам природу рідного края. В общем, девочки, мы пообедали. Мне Сережа, конечно, предлагал, говорит, давай я тебя через Макдональдс. Я говорю, не надо. О, кстати, людей приехало немало. Кто-то на квадроциклах, кто-то с велосипедиками, с детьми. Ну, выходные надо проводить где-то на природе, подальше от города, чтобы ощутить вот этот релакс от общения с природой. Сережа, как всегда, с огромным мешком. У него там специальные мешочки. И он собирает мусор. Уже собрал 2 мешка. Пока я тут вам цветочки снимаю. Это мы с вами смотрели, какая-то Вероника, да? Вот еще полянка и даже, смотрите, другой тон. Вот это светлая Вероника. Да, я помню, что мы с вами у Гугла спрашивали в прошлый раз, что это Вероника. И вот, смотрите, перевожу камеру рядом. Вот такая Вероника. Видите? Она бывает, оказывается, разных оттенков. Я как это, знаете, паганель. О, Жорка! А Жорка стал на задние лапы и меня выглядывает. Я здесь! Иди сюда! Давай, скорей, 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 скорей.
Ты меня нашел? Ты мой любимый песик. Ты мой любимый песик. Ты меня нашел, да? Ты нагулялся, набегался? Ай ты моя Халюся. Вот это класс, да? Давай палочку, давай. Дождик капает. Там вон видно, что дождь идет. Надеюсь, не намокнет. Жорка не слушается, а тут машины ездят, учатся кататься. Жорка не слушается. Сейчас я поснимаю. Иди сюда. Да сейчас я вот. Что ты ключик понасобирал? Иди сюда. Иди, мама, поснимать тебе ключик. Где ты их видишь? А, да там нету ничего. Там какая-то маленькая. Но больше на лапах, чем на городе. Ах, красота. Только вчера покупала ребенка, уже весь грязный. Красота. Тишина. Здесь много птиц живет и разных зверюшек. Там прям норы. Видите? Догоняй нас. Пошли туда наверх. Ну хорошо. Попробуем. Но там реально в норе кто-то, чья-то мордочка мелькнула. Может, собаки, знаете как. Та-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра. Цветочки, цветочки. А там тоже собачка гуляет. О, какая красота. Ой, там тоже мотоциклы. О, какая красота вообще. Девочки, поднимаются, тут белые маки. М-м-м. Белые маки и ромашки. М-м-м. Ромашки много. Но ромашка не аптечная, какая-то полевая. Куда ты там бежишь? Жора, сейчас покатишься кубарем. Что нашел? Что ты там ешь? Что ты ешь? Травушку, муравушку. Ну давай, иди вперед, и за тобой. Шуба голодный. Экологически чистая трава, да? Аж чихает. Все, собрались наверх. Красота. Красота. Не знаю, что это. Жорочка. Мгм. Тарам-там-там. Тарарарарарам. Пам. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Чтоб он не упал там. Девочки, Жорка не слушается, чесанул, там собака большая. Сережа там кричит на него, воспитывает. А я вот тут нашла такую красоту. Не знаю, не могу пройти мимо. Хочу вам показать. Мужчина там говорит, почти получилось рядом. Смотрите, какая красота. Ну просто вау. Я обожаю вот такие оттенки. Солнышко встает. Жора, иди сюда. Воспитываем пар. Ты балбесина. Иди сюда. Как же собачку увидел? Конечно. Тут никого нет, никаких собачек. И тут вдруг собачка. Откуда ни возьмись. Тревогу аж сюда слышно. Ну, красота. Что? Побежал, побежал, побежал. Теперь мне жарко. Распогодилось. Где-то прошел дождь. Вышло солнышко. И вообще такая красота, девочки.
Надо уже ехать в город. Неохота. Неохота. Как хорошо здесь. Вам огромный привет. Спасибо за ваши лайкосики, комментарии. Напишите, как у вас дела. Как ваши цветочки. Как ваше настроение. Девочки, доброе утро. Пью валерьянку. Будете смеяться. Бегу. Пью валерьянку и бегу. Короче говоря, Жорке надо сдать анализ. Анализ крови из вены. Ой, что я 2 аж выдавила. Не знаю. Я настолько переживаю, даже плохо спала. Короче говоря, анализ крови общий и биохимию. Спросите, зачем? Если будет по анализам все хорошо, то на кастрацию. Чего я так переживаю, я не знаю. Все-таки решили довести дело до конца. Уже сколько можно. Потому что он такой беспокойный, девочки. Невозможно выйти во двор, где-то бегут вот эти девочки с течкой. Все, я не могу даже с ним справиться. Это какой-то трындец. Так что все, собираюсь, иду, взяла ему водичку. Сказали взять УЗИ сердца и сказали взять не карточку, а, видимо, рассчитываются этими кэш надо взять. Все, бегу, пожелайте нам удачи. Я вчера, короче, насмотрелась, как делают забор крови у животных. Мне Сережа ругает, говорит, а ну тебе надо? Так, это я ищу нашу УЗИ, надо перевести УЗИ. УЗИ сердца делали, что вы можете? Так. Там за 12 часов нельзя кормить. Мы вчера где-то последний раз поели вместе с Жоркой часов 8. Короче говоря, 8 часов мы поели. И потом я утром встала, говорю, слушай, бегом прячь там всякие вот эти его косточки, смаколики. Сейчас, говорю, найдет. Пешком пойти или поехать. Поеду. Говорю, сейчас найдет смаколики и начнет грызть дешево. И придется отменить. В общем, 12 часов собака должна быть без приема пищи. Бегу. Вы знаете, я говорю, Сереж, ты сам пойдешь и будешь его держать. Потому что я когда с ним УЗИ делала, он так нервничал, весь трясся. Я говорю, все, а то я еще там хлопнусь в обморок. Короче, там-то делов-то, господи, судя по видео, там делов на пару секунд. Ну, может, пару минут. Ну, посмотрим. Жорка с Сережей гуляет. Позвонила, сейчас придут. Поедем. Вчера до Куяльника нормально доехали и обратно. Ну так, он уже язычок высовывает, тяжело дышит, но справляется. Не укачивается уже. Уже такое приличное расстояние. Ребят, такая очередь вообще. Фух, мы так спешили, а тут очень большая очередь. Стоят все на улице с собачками, с кошечками. Я думаю, что животных, наверное, 15-20 в петле. А может, чуть меньше. Жорка пошел гулять с Сережей. Я говорю, идите во двор, там погуляйте. А я подержу очередь. Я не пошла, я боюсь крови. Все, Жорка ждал анализы. Герой. Девочки, нашла в новой линии вот такие вот забавные кашпо. Взяла 2 разных. Вот с такой улыбочкой. И вот с такой улыбочкой. 2 взяла. Они по 146 гривен. Приехали в новую линию. Я хочу посмотреть какие-то интересные горшочки. Ну, нашла только вот такие кашпо. Мне кашпо нужны интересные. Вот тут разные такие вот. Жорика оставили дома. Он так хотел с нами поехать. Я говорю, нет, Жорка, ты сегодня уже нагулялся с утра. Девочки, у меня перекус на ходу. Муж меня выбросил недалеко от Северного рынка. Мне срочно нужен почаровок.
Я хочу его творить. Я уже недавно так делала. Очень обалденно получилось. В общем, покажу вам, как я это делаю. Ну, это вкусненько получается. Мне надо специи купить, паприку, почеровок. Ну и на салат там еще овощей. Перца болгарского, помидорок, огурцы у меня есть. Зелень есть. Может, кусочек еще феты. Салат. Тоже вкусно. Девочки, еще, значит, уже... Ой, сейчас я расстегнусь. Уже все, после обеда. На базаре ничего уже нет. Короче говоря, почаровок мне не понравился на базаре. И она говорит, отдам вам уже по 250. Нифига себе. Я купила хороший такой приличный почаровок. Купила по 199, ну, в магазине в мясном. Ну, что делать. И пробежалась по овощам. По овощам пробежалась. Короче говоря, что болгарский перец уже совсем заканчивается. Ну, пора бы уже. Но я взяла по 170 и помидоры по 170. Примадонну, девочки. Примадонна, она с такими носиками. И вот болгарский перец. Турецкий перец, который ну, такой длинненький, сладенький, я его очень люблю. Но он по 300. По 300 и по 350, которые покрасивее, посвежее. Ну, это вообще. И взяла кусочек, там у нас мужчина сырами торгует, собственного изготовления. В общем, взяла феты кусочек такой вкусненькой. Ну, там еще всякого разного мясного. О, а что это так цветет красиво? Я знаю, это айва. По-моему, да? Или что это? А пахнет. Смотрите. Класс. Просто класс. Большой крупный цветок. Но, по-моему, это айва. Да, у нее такой листик. Опыляет, опыляет. Давай, опыляй. Да, лист вот такой. Это не яблоко, это айва. Да, здесь дикая айва. Но она прям вообще вся усыпана. Белоснежная, девочки. Короче говоря, иду. Иду. Сейчас буду... Помою почаровок, я его помою, обсушу салфетками сухими, полотенушками. А потом, значит, я вам так быстренько расскажу. Потом я его... Ну, скручивать я его не буду. Я его просто потом специями. Соль, перец молотый, черный перец молотый. Можно выдавить чесночок и на пару... И все это в пакет. И на пару часов это дело... Дети катаются. И на пару часов это все дело можно в холодильник поставить, чтобы оно там немножечко прошлось, подружилось со специями, с солью. В общем, как промариновалось. Потом, значит, один пакет вот у вас, да, вы выпустили воздух хорошенько из пакета, завязали на узелок. И потом в еще один пакет и тоже выпустили воздух и завязали на узелок. Набрали... подождите. Но мы с вами еще не добавили перец горошком. Душистый перец можно добавить. Нужно добавить душистый перец, лавровый лист. Так, да. И вот это все выпустили воздух, завязали в один кулек, выпустили воздух, завязали следом во второй кулек. Набрали кастрюльку воды, погрузили все это, вкуснятину всю эту, погрузили в воду, накрыли крышечкой, все, и потихонечку поставили на огонь, и потихонечку мы это дело начинаем ждать, пока закипит. Закипело, уменьшили на маленьком огоньке. Чем толще, выше вот сам почаровок, ну вот, чем он толще, выше, тем дольше по времени варить. Ну, максимально 2 часа. Я варю примерно 1,5. 1,5 часа вот это вот вы поварите. И тогда через 1,5 часа аккуратненько вы достаете. Потому что там это все будет, почаровок будет прям в такой вот юшечке, соку. И аккуратненько прокалываете, извлекаете, даете ему остыть,
чтобы он был теплый, а не горячий. И вот на теплый вы либо на терочке на мелкий чесночок натираете, либо чеснокодавку используете. Обтираете чесночком, а потом можно притрусить по желанию паприкой. Все, выложили это красивенько в какой-то контейнер, накрыли крышечкой и в холодильничек. И знаете, пройдет ночь там или какое-то время, не пару часов, больше. И вы достаете, и он так уже стал такой остывший, отдохнувший, пропитанный всеми специями, паприкой, чесночком. И он хорошо ножиком режется на ломтике. Какая вкуснота. В общем, по ходу действия буду показывать вам. Да, что-то я многовато купила на 2 раза. Сейчас разрежу пополам. Такой хороший, красивый почерок. Разрежу пополам, часть заморожу, часть сварю. Наверное, сварю вот эту часть. Помыла, теперь надо, чтобы он обсох, почерочек. Салфеточками вот так его. Хороший кусочек. Курочка такая. Она сварится, все будет вкусненько. Красота. Его можно вот так взять и канатиком обвязать ниткой. Я так не делаю, не обвязываю. Посолю сейчас, поперчу. И чесночком тоже. И в кулечек на пару часов помариноваться. Прямо так, не жалея. Со всех сторон. Так, посолить. Посолить. Натереть прям солью. Потом в кулечек можно положить немножко соли, когда будете в кулечек ложить. Выдавливаем чесночок. Со всех сторон промазать. Что у меня только розовый кулечек оказался. Лавровый листик. О, перец духмяный у меня есть. Перец духмяный. Буквально там пару шариков. 3 достаточно. Соли. Туда вниз. Чуть сам пакетик. Потом эту красоту еще сверху соли. Теперь это дело все вот так вот выпускаем воздух, чтобы воздуха не было. И завязываем. Пускай маринуется. Вот. Пару часов маринуется, потом варить. Не надо еще один пакет. Второй пакет тоже розовый. Но лучше 2 пакета. Выпускаем воздух. Тоже завязываем. Плохо выпустила. Потом просто, когда будете варить, оно надуется, если будет воздух, и он всплывет. У меня так первый раз было. Но сейчас я тоже плохо выпустила воздух. Все, помаринуется пару часов, потом варить. Так, вот так вот водичку погружаем. Крышечкой накрываем в холодную водичку. И начинаем варить. Так, закипело. Уменьшаю на 2. И у меня здесь сколько? Минут 90. На максимум ставлю. 99 минут, по-моему. Да? 99? 99. Пока я тут занимаюсь своими хоечками, в кашпо новые их ставлю, девушки. Это 2 удивительные хои. Они совершенно разные. Вот это, по-моему, Руфи. А это
Гигас. Сейчас я второе кашпо тоже принесу. Решила их немножко удобрить. А тут уже все. Тут уже все готово. Уже выключилось. Сейчас будем, так сказать, доставать. У меня здесь чеснок. Будем доставать. Мне немножко остыло уже. Видите, там вот в своем соку. Вот эта вся прелесть. Ой, посмотри, как у нас солнечно вечерком. Прям солнечно-солнечно. В общем-то, водичка чистая, в которой кипела вся эта вкуснота. Конечно, смущает розовый пакет. Но, ребят, это очень вкусно. Смотрим, что получилось. О, так, все уже остыло. Видите, сколько там бульончика? Бульончика. Жорка почувствовала, что запахло, и уже спешит на помощь. Ну вот сейчас оно уже такое тепленькое. Можно еще раз свежим чесночком и паприкой. Жорочка, я слышу тебя, но тебе нельзя это. Ты уже покушал, так что пролетаешь. Я так посмотрела, что чеснока достаточно того, который я добавила в начале варки. Только сейчас засыплю паприкой. Я сегодня на базаре купила вот так кулечек паприки на 100 гривен. Я не знаю, может я испорчу этой паприкой только все. Мне почему-то захотелось пересыпать паприкой. Вот мне так захотелось. Я много не буду. Вдруг моим не понравится. Так, оно сейчас остынет. И я отправлю в холодильник. Девочки, я знаете, что думаю? В следующий раз можно же взять рукав и в духовке сделать в рукаве, да? Интересно, получится, наверное, не хуже, чем вот сейчас. Да? И может быть даже быстрее. Хотя вот в рецепте в основном все варят в кулечках. А рукав, если вот рукав, вот как его, как-то, как его собрать? Что? Как его собрать, рукав, и как вот, чтобы с него не вытекало. Как-то два края вот так кверху и связать. Да что такое? Что тут за шубок? Что за шубок, который хочет всем рассказать, что он тоже хочет попробовать, но ему не дают. Ну, есть, конечно, не буду, но думаю, попробую, нарежу. Вот такой плотненький стал, классненький почаровочек. Так что смотрите, какая получилась красота. Готовьте с любовью. Девочки, так солнечно сегодня, так хорошо. Жорка любит вот так лежать на ковричке, на солнышке. Не дай боже его тронуть. Он сразу рычит. Принимает ванны. Уже нагулялся Сережа с утра. Ой. Завтра к врачу, девчонки. Либо сразу скажут оставаться, либо отправят домой. Сегодня пойду еще заберу результаты анализов. Так что вам привет. Большой от нас. А у меня сейчас английский. Будем с Жоркой учить English.